Сегодня мы предлагаем вам первую часть объяснений обновлений ТКБ. В последние несколько месяцев я предлагал много обновлений. Многое произошло и в моей личной жизни, и в бизнесе. Вот Майк и подумал, что было бы неплохо сесть, пройтись по кое-каким обновлениям, ответить на некоторые ваши вопросы и посмотреть, удастся ли нам внести немного ясности, поскольку происходит много путаницы. И, конечно, судя по задаваемым вопросам, мы видим, что многие люди выходят с другой информацией, от Кобры, Галактической Федерации и все такое. Люди читают и задают вопросы, являющиеся смесью вышеупомянутых источников, в то время как моя информация не имеет ничего общего со сведениями других людей. То есть, имеет место много путаницы. Возможно, посредством эпизодов, состоящих из вопросов и ответов, нам удастся. Да. Есть много деталей. Сейчас на планете происходит столь многое, и еще больше будет происходить в будущем. Более того, на основе фрагментов, которые люди слышат от каждого другого источника, строится множество допущений, происходят накладки религиозных верований и личных предпочтений. Вот почему я думаю, что очень важно объяснить. И еще, мне нравится объяснять с точки зрения того, что содержится в материале Ра, который до сих пор совпадает со всем. Что говорил Кори в связи с периодом завершения обучения, уборкой урожая, поскольку мы переходим в сознание четвертой плотности. И еще, поскольку мы все ближе и ближе к тому моменту, когда произойдет значительный сдвиг, Кори предоставляет намного больше деталей и делится ими. Поэтому мы надеемся, что подобные видеоролики помогут распространить больше знания о некоторых обновлениях и значимой информации, которые Кори получал и которыми делился. Верно, да, также я. Фабио и его команда и дальше собираются помогать нам. Он помогал нам делать некоторые из, думаю, 8 или 10 обновлений ТКБ, озвученных голосом робота. Одним людям это нравится, другим нет. Они будут охватывать кое-какие письменные обновления, которые я разместил, а многие люди не видели. Они Озулу или они называют себя исянами. Вся их история. Я публиковал обновление. Не могу вспомнить, когда это было, возможно, год назад, прошло много времени. Но многие люди его не видели. Зулу – это очень значимая раса, группа индивидуумов и коллектив, которые уже давно прошли через большую часть того, что произойдет здесь, в нашем будущем. Они предоставили мне временную линию того, что произойдет внутри нашей Солнечной системы. У многих людей есть проблема со временем. Время – это строго локальное событие, событие местного масштаба. Каждая звезда, притягивая пространство вокруг себя, изгибает его. Гравитация тянет пространство – это двигатель, создающий время. Пространство искажается посредством гравитации. Без гравитации у вас нет времени. Вот почему каждая звезда в нашем локальном скоплении обладает своими собственными плотностью и частотой. Звезды притягивают пространство немного по-другому, следовательно время, знаете, они называют это шагом скрутки. Время, если вы берете фрагмент пространства, извлекаете его, растягиваете и скручиваете, вот что делает гравитация с самим пространством. Оно скручивается. Каждый сантиметр будет содержать 2 или 3 скручивания. А в некоторых звездных системах, более плотных, каждый сантиметр будет содержать даже 6 скручиваний. Поэтому в космической программе они измеряют частоту именно так. Каждая звезда обладает своей собственной сферой, темпоральной, временной, сферой с текущим в ней временем. И таким образом она полностью как бы в разводе со следующей звездной системой, которая, в свою очередь, обладает своим собственным временным пузырем, своей сферой влияния. Так вот, внутри каждой сферы влияния, каждой темпоральной реальности, время течет со своей скоростью. Поэтому все это разные вещи, в разных звездных системах время течет по-разному. И вот, вокруг звезды вы имеете планеты. Все планеты действуют внутри этой темпоральной, временной сферы. Но, будучи связанными друг с другом, все они тем не менее пребывают внутри времени своего Солнца. При этом каждая планета тоже обладает своей собственной плотностью,
притягивает пространство по-другому и имеет слегка отличное течение времени, свой собственный отдельный ход времени. Поэтому каждое локальное пространство пребывает в своих собственных временных рамках. Вот как они забирают нас с планеты. На 20 лет. Нас забирают на Луну или в другую планетарную сферу, или другое место, где время течет по-другому и независимо от того, что имеет место здесь на Земле. После того, как вы завершаете выполнение своих задач на протяжении 20 лет, вас убирают и возвращают назад в абсолютно другую временную сферу, где все происходит в другой временной сфере, не влияющей на временную сферу, в которой вы провели 20 лет. Демонстрирует это посредством левой и правой руки. То есть вас помещают на Землю на 20 лет в прошлое, туда, откуда вас забирали изначально. Таким образом, все делается так, чтобы не влиять на темпоральные потоки Земли. Они полностью извлекают вас из временной сферы. Вы пребываете когда вы находитесь на космическом корабле, корабль обладает гравитационным двигателем. Гравитационный двигатель создает гравитацию, а гравитация генерирует ваш собственный отсчет времени внутри гравитационного колодца, временного колодца. В общем, время течет не так, как думает большинство людей. Вы думаете, неделю назад корабль находился как мне, трудно даже, то есть эти два свойства как бы обмениваются и вытекают одно из другого. Также закон одного описывает гравитацию, как в конечном счете метафизически связанную. Они описывают время как время, пространство как метафизическое измерение. Время – это двигатель метафизической реальности, который как бы притягивает пространство, чтобы иметь метафизические процессы. Время – это способ, посредством которого происходят метафизические процессы. Все процессы происходят посредством времени. Знаете, если в середине пространства у вас имеется просто одно сознание, а рядом нет ни звезд, ни влияний галактик, тогда там нет и гравитации. Оно пребывает в месте, где влияние на пространство совсем небольшое или отсутствует вовсе. Следовательно, отсутствует восприятие времени, а сознание рассматривает все в плане одной общей картины. Видит все одновременно. Восприятие – существа, с которым вы имеете дело. Если существо приходит из такого абсолютно другого восприятия времени и потока времени, это трудно понять. И вот почему иногда у них возникают проблемы в общении с нами, так как они не понимают, как. Они реально не могут понять, как мы ощущают время, поскольку сами ощущают его совсем по-другому. Также мне интересно, что в этом году вы говорите, что солнечная вспышка. Предсказано, что солнечная вспышка произойдет в 2033 или 2034 годах. То есть через 22 года после 2011-2012 годов. А ведь 2011 год и был датой, которую материал «Закон одного» помечал как возможную узловую точку для уборки урожая или начала таковой. То, что они говорили, немного двусмысленно, но они также упоминали о периоде дисгармонии и периоде интенсивной поляризации, который привел бы к этому. То есть они утверждали, что все будет становиться более интенсивным, вплоть до самого события, которое, по их словам, могло произойти через 30 лет после 1981 года, а именно в 2011 году, но сейчас свидетельство Кори раскрывает то, что мы пребываем в двух циклах Солнца, двух 11-летних циклах, отходящих от даты 2011 года. И это возвращает нас к тому, что я говорил о разных привязках ко времени, разных временных пузырях. На поверхности Земли, несмотря на всю свободу, которая придет в следующее десятилетие в нашу Солнечную систему, и в будущем на Марс, когда они придут, чтобы освободить Марс, а также другие базы и сооружения, это не окажет большого влияния на то, что происходит на поверхности со временем планеты. Дело в том, что все происходит в разных временных привязках. Это влияет на их временную сферу. На нашу будут влиять лишь наши собственные действия. Космический закон диктует, что именно мы реально сотворили беспорядок. Нами манипулировали. Мы клюнули на фокусников и все виды подобных вещей. И мы сотворили неразбериху.
Все мы коллективно согласились на это, даже если кто-то возражает. Нет, я не даю согласия, даже если. Люди будут писать в интернете, что они не согласны, и нажимать на кнопку «Вести». И угадайте, что? Вы таки да согласились. Все мы согласились. В какой-то момент всем нам нужно просто перестать соглашаться. Нам следует принять решение, какой вид будущего мы собираемся иметь в нашей локальной временной сфере здесь на Земле. Инопланетные группы делают всевозможное, чтобы очистить другие планетарные сферы внутри нашей Солнечной системы, но на это потребуется десятилетия. Солнечная система – это одна из цитаделей группы Ориона и синдиката Андромеды. Они здесь. Они застряли здесь и в паре других солнечных систем, подобных нашей. Им некуда идти. Они вынуждены оставаться здесь до солнечной вспышки. А позитивные инопланетяне добираются до внешней части Солнечной системы, движутся вовнутрь и помогают нам. Они играют роль поддержки, но те, кому предстоят все самые тяжелые бои, это Альянс ТКБ и Глобальная галактическая лига наций, ГЛН.